Всем доброй ночи, дорогие друзья. Этот ритуал поможет вам в денежном плане и в карьерном. Если вам срочно нужна какая-то сумма, и вы знаете источник, и оно оттуда никак не приходит, просто закрыты дороги и как-то сдвигов пока нет. Если у вас есть, определенный вариант работы, который никак не открывается, проведите этот ритуал. Еще раз говорю, берем только натуральные материалы. Шуба, либо, скажем так, норковая, либо иная, в принципе, разницы особо никакой. Должна быть натуральная шуба, натуральный мех. Можно взять жилетку. Вот эта жилетка из меха. Мех, кожа. Берем 13 монет, желательно желтых. Если вы живете в другой стране, возьмите не обязательно десятки, там другие монеты, желательно желтых. Если нету, можно и серебристых, но хотелось бы, получится быстрее и лучше, если у вас вот золотистого типа медные монеты, то есть или медные, или там иной материал, в принципе, желтые монеты, 13 штук. Как нужно это делать? Читаем 3 раза заклинание, после чего эти монеты нужно собрать отдельно, а эту жилетку, то есть этот мех или шубу, носить, минуты 2-3. Просто надеть на себя. Потом снять, повесить. Эти монеты на следующий день можете оставлять в любом месте. Можете внизу в подъезде оставить, уйти. Без разницы. Просто оставляйте как откуп в любом месте. Чтобы подобрали. Собственно говоря. Потому что вы оставляете откуп. Когда оставляете, говорите «откупаюсь». Через некоторое время, когда у вас все получилось, точно так же вам нужна определенная сумма денег. Берете жилетку или шубу, или полушубку, неважно, мех, натуральный мех и кожу. Подходит и дубленка в том числе. У меня спрашивали как-то, можно ли, если мы купили с рук, если нам подарили шубу или мех натуральный, или дубленку, или кожу и прочее, можно ли с ними проводить ритуалы? Можно, конечно, потому что вы будете их носить, это ваше уже. Оно уже пропитано вашей энергией, так что можете смело проводить. Называется ритуал «Золотое руно». Если вы помните, по легенде, Ясон дошел до Колхиды, то есть до Древней Грузии, то есть до Кавказа, для того, чтобы забрать символ власти золотое руно. А как руно туда попало? Стикс и Гелла, по-моему, их так звали, брат и сестра, сбегая от жестокого отца, с помощью богов переместились в Колхиду на золотом баране. Овца золотая, в общем, овен. И когда они дошли до Кавказской скалы, то принесли его в жертву богам. И руно золотое повесили на скалах. Через некоторое время местное население выбрало этого мальчика своим царем, не отпустило обратно. Но он был греческого происхождения, по легенде. И за многие века многие храбрецы пытались это золотое руно забрать, как символ власти и символ принадлежности к царской династии. И один из таких храбрецов был Ясон, который должен был доказать свою принадлежность царской власти перед своим жестоким дядей, который истребил всю его семью. И для того, чтобы отобрать у него трон, он должен был греческому народу показать это золотое руно как символ царской власти. Вот он, проходя очень многие испытания, очень много приключений, очень много страшного и прочее, доходит до Колхиды и пытается забрать золотое руно. Как всегда, мужчине в помощь приходит женщина Медея, которая была дочерью Гекаты, богини преисподней, и царя Эота.
То есть от их любви рожденная дочь Медея. Геката учит Медеи колдовству, она знает название снадобий, мазей. И с помощью Медеи Ясон смог забрать золотую руну к себе. Но, как всегда это происходит, не оценил любовь женщины, был неблагодарен, получив свое, решил жениться на молодой гречанке. Медея его наказала, убив своих сыновей и улетела на колеснице, напряженной драконами, к своей матери Гекате. Так говорит легенда. Но перед этим еще убив его молодую жену, естественно. А как же еще? Ну, сыновей она, конечно, напрасно убила. Лучше бы она Ясона грохнула. Я так думаю, что ни один мужчина не стоит таких жертв. Ну, видимо, слишком любила его. Но суть не в этом. Суть этого ритуала в том, что, обретая золотую руну, мы символически как бы берем богатство, власть в свои руки. И это такой же хороший ритуал в вашу копилку, как и все остальные, в принципе. Да? Вы знаете, что они все работают. Это точно так же сработает. Техника простая. Слова запишите. Я надеюсь, девочки смогут набрать текст. Они и так очень много сделали для нас. Спасибо им большое. И можете смело пользоваться. Итак, натуральный мех. Уже вначале объяснила, 13 монет. После заговора надеваем на себя на пару минут. Ходим по дому, не знаю, просто накидываем на себя. А потом можем спрятать, естественно, повесить. Получилось, пришла эта сумма денег. Прекрасно. Еще раз нужно вам, еще раз ложите мех и делаете ритуал золотого руна. И все время, когда вы символически надеваете на себя золотую руну, вы как бы надеваете денежную силу на себя. Пропитываете себя этой силой, а потом мех прячете. Я думаю, что технику всего этого вы поняли. Итак, там, на Кавказской грозной скале, висит руно золотое. Сверкая под солнцем руно золотое, знак богатства и власти. Дракон стережет перед скалою. Усыпи дракона, колдунья Медея, руно забери, и не Ясону, а мне передай. Руно надену, деньги и богатство обрету. Я владелец золотого руна, мне и золото в карман, ношу руно, богатею. Здесь нужно говорить именно в мужском роде владелец я. Дальше. Там на Кавказской грозной скале висит руно золотое, сверкая под солнцем руно золотое, знак богатства и власти. Дракон стережет перед скалою. Усыпи дракона, колдунья Медея, руно забери, и не Ясону, а мне передай. Руно надену, деньги и богатство обрету. Я владелец золотого руна, мне и золото в карман. Ношу руно, богатею. Там, на Кавказской грозной скале, висит руно золотое, сверкая под солнцем руно золотое, знак богатства и власти. Дракон стережет перед скалою. Усыпи дракона, колдунья Медея, руно забери, и не Ясону, а мне передай. Руно надену, деньги и богатство обрету. Я владелец золотого руна, мне и золото в карман. Ношу руно, богатею. После, как уже сказала, собираем эти монеты, оставим в любом месте, говорим, откупилась. А мех начитанный накидываем на себя и носим пару минут. После, как обычно, прячем. Удачи вам. Пусть у вас все получится.